Добрый день, меня зовут Денис Ковалев, и сегодня в очередной программе из серии Fake Detective у нас сегодня в гостях основатель портала «Проверено медиа», журналист Илья Бер. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Смотрите, с чего хотел бы начать. Портал Википедия, когда о нем говорят, существует некоторый разговор о том, что когда ты попадаешь на Википедию, выяснить какие-то факты и так далее, спустя какое-то время ты понимаешь, что ты сидишь на этой Википедии уже несколько часов. Ты кликаешь постоянно в одну ссылку, в другую ссылку, в третью, там, четвертую, и дальше все как в тумане, как говорится. Вот когда я открываю «Проверено медиа», у меня примерно такой же был, такой туман. То есть я открыл посмотреть там какую-то новость про можно ли наливать горячую воду в чайник перед тем, как его вскипятить. А потом я посмотрел на часы, и прошло, наверное, часа 2-3, наверное. Скажите, пожалуйста, вы вот когда начинали свой проект, вы помните свой первый факт-чек, который, в общем-то, стал основой, не основой, а первым проектом на этом портале? Помню, конечно. Это было? Началось все с осени 2019 года. Собственно, идея сделать портал была исключительно моя. Я ее обсудил со своим школьным другом, который по счастливому совпадению оказался компьютерно грамотным человеком с опытом работы в Яндексе. Вот, да, Дима, привет. Он будет смотреть, он фанат Грэма, между прочим. Да. Очень приятно. Да-да. Так вот, ему идея понравилась, он сказал, что он готов написать простенький сайт на тильде, а я сказал, что я напишу первые 15 разборов. И первым разбором был план Даллеса. Тот самый. Конечно. Тот самый план Даллеса. Вот, и с него, да, можно сказать, все началось. Но среди остальных 15 были самые разные, и идея была сделать разные, чтобы показать, что называется, товар лицом, что я могу и потенциально мы можем. Самые разнообразные темы, и про лженауку там было, про память воды, которая не существует, и что-то острополитическое было, уже не помню, что на тот момент, и какие-то бытовые вещи, какие-то про звезд или про культуру, потому что изначально это был в первую очередь просветительский проект, который не должен был ограничиваться никакими темами. Угу. Потому что, когда сейчас разговоры начинают заходить про так называемые вот эти вот фейк-ньюс, или как по-русски их можно назвать враньем на самом-то деле, то все почему-то в 90% упирается исключительно там в политику, вот это вот все какой-нибудь там спецслужбы, набросы и так далее. А в «Проверено» там, такое количество неполитических, условно говоря, новостей, начиная там вот про эту воду, про носки в процессе, значит, интима. И последнее, что мне очень понравилось, это про гирлянду новогоднюю в речи госпожи Шульман, которая вот я сегодня... Хорошо, что сегодня висит гирлянда, а не я. И казалось бы, просто одно слово, одно предложение. Вот кто висит сегодня, значит, я или она. А там такой разбор, что даже сама Шульман пришла к вам в Facebook, и написала, что вот смотрите, как они прекрасно взяли просто одно предложение. Чтобы понятно, о чем идет речь, чтобы все зрители поняли. По слухам это исключительно, значит, у Шульман в новогоднем обращении она сказала, что висит на стене гирлянды, и хорошо, что гирлянда, а не я. Уже большое достижение в вашей жизни, да. Да, вы да, молодец да. Или вы молодцы, если вот сейчас Новый год, и висит гирлянда, а не я. И дальше все эту цитату растиражировали страшно, уже в виде мемов, то есть подпись с ее фотографией, там, с красивой картинкой, и не одна, и много-много всего еще. И дальше Екатерина Михайловна начала удивляться, откуда же вы это, друзья, все взяли. Я такого не говорила. А ей все говорят, кажется, вы, наверное, забыли, вы столько интервью даете, столько выступаете, забыли, я же помню, я сам видел. И куча народу ей это написали, и нам уже в ответ на разбор это написали, потому что это так называемый эффект Манделы.
за подробностями отсылаю наших зрителей в Википедию, которую вы упоминали, там вполне корректно с примерами описано, что это такое, да, это вот когда людям кажется, что они что-то видели и слышали, то, что в точности на самом деле не видели и не слышали. Вот, и, ну, мы не просто так с потолка взяли эту тему, просто Екатерина Шульман сама написала перед Новым годом вот такой запрос к мирозданию. В принципе, мы с ней знакомы, и она про проект знает, но решила обратиться вот так. Воздух, может, не подумала, не вспомнила про нас в этот момент, неважно. Но мы решили, почему нет, это проходит по всем нашим параметрам и критериям, а у нас их, собственно, всего два. Мы смотрим, что какая-то информация не соответствует действительности, либо вероятно не соответствует действительности, многие люди, скажем, в нее не верят, и при этом она широко разошлась, вирусно распространилась. Всего два критерия. И этот случай вот с фразой, приписываемой Екатерине Шульман, значит, этому делу отвечал. Мы написали разбор, выяснилось, что действительно, то есть мы посмотрели все, как бы всех подозреваемых, в кавычках, да, все передачи, где люди писали, что это слышали. Она пару раз, может быть, 3 раза говорила что-то в том же смысле, тоже с таким немножко черно-юморным оттенком, но буквально это вот про гирлянду нет, не говорила, а мем этот существует отдельно, появился он тоже не так давно, не ранее 2021 года в Твиттере. Похоже. И дальше просто у людей, видимо, слепился в голове отдельно этот мем, который они видели там в разных постах, и образ Екатерины Михайловны Шульман, который к этому мему идеально подходит. Ну и все. И вот это вот в голове сцепка произошла, кто-то сделал этот самый уже демотиватор с картинкой, и понеслось. Ну вот смотрите, в таком случае описывается ситуация, когда очень много людей производят, как бы правильно это сказать, сами того не желая, начинают плодить, фейки. Потому что она этого не говорила. К чему это веду? Потому что один человек, который что-то не делал, на нее смотрит очень много людей и говорят: точно, мы помним, она такое говорила, но она на самом деле ничего такого не происходит. Вот как, скажите, пожалуйста, я не знаю, как это сказать, избежать, наверное, вариантов, нюансов, когда люди, сами того не желая, начинают вот как бы плодить вот этот вот снежный ком недостоверной вполне информации. То есть они вполне как бы приличные люди, не собираются заниматься вот вбросом, как это сейчас называется, но худо-бедно, в общем, они этими вбросами и занимаются. Обратите внимание, Денис, вы сами сейчас с собой поспорили или ответили себе на то, с чего вы начали. Потому что вы начали с того, что мы разбираем вранье, и фейки — это вранье. И тут же вот пример, где никто ничего плохого не хотел, не хочет никого ввести в заблуждение, но недостоверная информация распространилась. Я вам должен сказать, что в нормальной ситуации, в обычной, средней, подавляющее большинство недостоверной информации — это именно ошибочная информация. Это когда люди никого не хотят обмануть. Это когда кто-то ошибся, или один человек, или несколько, произошел какой-то испорченный телефон, и дальше вот эта вот лавина, которую вы описали, вирусная. И правда, никто не виноват, никто не хотел ничего плохого. К сожалению, последние 4 года мы с вами живем в другой ситуации. Сначала ковид, который дал огромный всплеск фейков, из которых уже больше, чем в нормальной ситуации, было рукотворных и целенаправленных, потому что очень много там было внутри политической повестки, да, в связи с карантинами, с антивакцинаторством, которое перекликается с конспирологией, в основном правой, ну и так далее, много всего. А дальше война, полномасштабная, значит, России против Украины, а потом еще и до, на самом деле, да, первая армяно-азербайджанский, а еще Израиль и Газа. Да. И все это вот в эти 4 года произошло, да, почему именно это? Понятно, что войны и в других местах происходили, потому что это во многом русскоязычное пространство, вот почему я это перечисляю, да, и очень много всего мы проверяем только то, что вирусно разошлось именно на русском языке, мы русскоязычный проект. Вот, и поэтому здесь баланс сместился. Насколько он сильно сместился? Довольно сильно, особенно после февраля 2022 года, когда российская пропаганда
включила совершенно небывалые доселе мощности, просто на поток поставила производство фейков, организовала фабрики фейков, которые просто действительно на потоке, на конвейере штампуют разнообразную рукотворную целенаправленную дезинформацию. Это происходит, надо сказать, и в Украине, в меньших масштабах, но тоже происходит. А вот что касается общего, допустим, если мы возьмем 100% как график, фейки, с которыми вы сталкиваетесь, какая часть там, условно говоря, относится именно к политике, и, допустим, политика и война и все остальное, а какая вот к таким вот вещам, как вот мы обсуждали ту же самую там Екатерину Михайловну и так далее? То есть там есть какая-то градация? Я вам довольно точно могу дать ответ. На старте проекта идея была, чтобы политики было не больше 25%. Не больше четверти. Моя, да, мне никто и не командовал, и дальше не командовал. Это все там решения мои и редакции коллективные. Но когда началась война против Украины российская, мы посчитали, что наша ответственность здесь тоже немала, и мы должны больше посвящать актуальной повестке именно политическим и связанным с войной фейковой и разной недостоверной информации, и ее стало не меньше половины, а часто больше половины. То есть сейчас у нас в среднем, мне кажется, немного больше половины актуальной политической повестки. Политической и военной в том числе. Политической и военной. Но военные не в плане военных действий. Мы почти ничего не разбираем про военные действия, потому что мы убеждены, что во время войны, пока она идет, факт-чекингу поддается почти ничего на самом деле. Именно по поводу непосредственно кто что захватил, кто чем стрельнул и так далее, кто куда пошел, кто там условно побеждает, потери, да, какие, не поддается. Это туман войны можно назвать, наверное, потому что с ним сложно бороться. Хорошо, вот смотрите, когда через несколько дней, а может быть даже уже, когда эта программа выйдет, уже и спустя несколько дней, господин Трамп становится снова президентом Соединенных Штатов Америки. И в этой связи очень большое количество социальных сетей, вернее, владельцы социальных сетей, допустим, тот же Facebook, они объявляют о том, что закрывают всяческое, как бы сказать, общение с организациями, которые могут заниматься факт-чекингом. Чем это может вообще вылиться в результате? То есть, представляете, если Facebook, допустим, откроет все свои эти трубы, уж как это правильно сказать, я не знаю, и оттуда польется все, что кто захочет, что все пишут и пишут и пишут и пишут. Если все это так и произойдет на самом деле, с чем мы столкнемся по факту? Смотрите, я бы, конечно, мог сейчас обрисовать какую-то апокалиптическую картинку, и это было бы мне, вроде как выгодно, потому что я в том числе и лично заинтересован, потому что у Дельфи есть контракт с Фейсбуком, это открытая информация на участие в этой самой факт-чекинговой программе. Да? Факт-чекеры не сотрудники Facebook, это третья сторона, она так по-английски называется Third Party Fact-Checking Program. И Facebook заключает контракты с аккредитованными международной сетью фактчекерскими организациями и дальше заказывает им эти самые проверки. Причем темы не спускает никто из Facebook, а темы выбирают сами фактчекеры. Ни разу вообще, на моей, я работаю с апреля 2022 года, чтобы мне хоть кто-то какой-то вопрос задал или предложил, не хотите ли вы разобрать что-нибудь от Facebook? Вообще нет, никогда ничего, ни разу. Полная самостоятельность. Значит, теперь что произошло? Цукерберг, выступил с видеозаявлением, и компания выпустила параллельный пресс-релиз. На взгляд мой и моих коллег-фактчекеров, то, что он сказал, довольно оскорбительно и в значительной степени не соответствует действительности. Он назвал фактчекеров цензорами, фактически сделал их нас козлами отпущения, свалив на нас, все грехи и несовершенства работы внутренней модерации, собственно, которые существуют в соцсетях, потому что большинство, если говорить о блокировках пользователей, то фактчекеры вообще к этому не имеют никакого отношения. На основании фактчекерских этих плашек, которые мы вешаем,
никакие блокировки, ну, может быть, за какими-то вообще единичными исключениями, и то все равно это там решение на других уровнях компании и не из-за фактчекеров. Этого не происходит, да. Значит, всякие случайные срабатывания на какие-то, либо по-настоящему какой-то хейт-спич, или там какой-нибудь расизм, или что-нибудь, мизогиния, вот все вещи, которые запрещены в соцсети, значит, там обнаженный контент, или спам, или какая-то неправильная реклама, куча всего там запрещено, если почитать, да, и пользователь, который заходит и пользуется, он подписывает пользовательское соглашение обязательно, без этого вам аккаунт не откроют. Так вот, куча ошибок на уровне модерации, и этих ошибок с каждым годом становится все больше, потому что все большую часть этой модерации компания отдает на откуп искусственному интеллекту и алгоритмам. Они страшно хвастались и хвастаются, значит, сейчас уже поменьше, своими алгоритмами, они у нас такие умные, и френд-ленту вам выстроят, и всунут туда ваших не друзей, вы не просили, но они очень умные, они только нужный вам контент покажут. Вот. И заблокируют сами вот все, что нарушает эти самые, значит, правила. По факту пользователи видят, что это какая-то совершенно рандомная, безумно существующая машина, которая просто бьет по каким-то, значит, случайным постоянно. То есть, наверняка не только по случайным, но ошибочных срабатываний очень много, и много того, что мы видим, вот явный хейт-спич, явно человек там не ставит звездочки, а прямо пишет словами там то, что по-английски N-word, или по-русски G-word, там любое другое. Да, и ничего никто не банит. А другого за гораздо меньшее банят. Почему? Неизвестно. Так сработал алгоритм. Людей это страшно раздражает. То есть недовольство соцсетью, оно действительно огромное. И при том, что Facebook, по сути, монополист. С Facebook некуда уходить. Да, потому что у Facebook каждый месяц больше 3 миллиардов пользователей. Больше 3 миллиардов людей в мире в месяц хотя бы один раз пользуются Facebook. Вот. И, собственно, а дальше пришел к власти Трамп, то, о чем вы говорите. Ситуация в США внутренняя изменилась, просто развернулась на 180 градусов. И выяснилось, что, значит, крупные технологические компании, их хозяева, которые раньше традиционно в основном поддерживали демократов, сделали разворот в воздухе и пошли, по сути, дальше уже оценочно, да, присягать Трампу или какие-то реверансы в сторону Трампа делать. А Цукербергу просто Трамп грозил совершенно прямо и открыто, значит, говоря, что Цукерберг проведет остаток дней в тюрьме. Это было, по-моему, год назад или еще чуть-чуть раньше. Вот. И, соответственно, по сути, Цукерберг просто взял нарратив Трампа и тех, кто его поддерживает, правых республиканцев, значит, по поводу того, что вот цензура, фактчекеры, и свалил все, канализировал весь негатив на фактчекеров, объявил их виноватыми. Для него это одни плюсы, потому что программа-то вводилась в 2016 году тоже под общественным давлением. Не то, что это проснулся человек и понял, надо спасать мир и делать мою соцсеть чище. Было не так. Вот, потому что, это дорогостоящая программа, средняя, да, требующая затрат все равно, разработка, потом эти самые все фактчекеры в разных странах. Это серьезно. За все время существования программы я видел данные, что вроде бы порядка $100 миллионов было на нее потрачено. Вот с конца 2016 года по сей день, по конец 2024. Много это или мало? Вообще много. Но, с другой стороны, в масштабах капитализации Facebook, может, и не очень много. Это уж кому как, да, это опять оценочное дело. Карманные деньги. А теперь получается, что мало того, что он может сэкономить, еще и потрафить действующей власти в США, а власть эта пришла очень серьезно, да, напоминаю, сейчас республиканцы не только получили своего президента, но и контролируют обе палаты, значит, Конгресса, да, и Сенат, и Палата представителей. И в ближайшие 2 года еще так будет. В общем, и еще были угрозы. То есть Цукерберга тоже можно понять по-человечески. Вот, ему есть чего бояться. Но то, что он выбрал, значит, именно такую риторику и объявил во всем виноватых фактчекеров, которые, еще раз, да, проверяют информацию и вешают плашку. Что дальше делать с постом,
и с пользователем. Это не фактчекеры решают. Это правила платформы, которые визирует в итоге сам Цукерберг. Что ему мешает сказать? Мы не будем модерировать, просто пусть висит плашка, никаких понижений в показах не будет и никого банить. Ну, еще раз, за фактчекинговые плашки и так не банили. Но люди считают, что банили, и сейчас Цукерберг им это подтвердил. Вот такая история. И, конечно, это, очень, мягко говоря, неприятно, это обидно. Я вот с момента, как это случилось, постоянно рассказываю, что же на самом деле произошло и как выглядит программа изнутри. Но, конечно, сколько людей меня и таких, как я, послушают и надеюсь, услышат. сегодня... Надеюсь, что благодаря вам немножко больше, да. Но вы спрашивали важно, а что теперь будет, да? Вот здесь я должен сказать, что ничего особенного, то есть обычный человек почти не заметит никаких изменений. И ни в плюс, ни в минус. Почему? Потому что вообще вот эти посты с плашками, их видело немного народу, потому что как только плашки появлялись, да, посты эти пессимизировались, и в ленты переставали, или почти переставали попадать. Только если вы напрямую в профиль человека заходите, подряд листаете, тогда вы видите. Вот. С одной стороны. С другой стороны, люди, по моему опыту, и как мне кажется, особенно не обращали внимания, то есть они злились, раздражались, но так, чтобы человек сам себя цензурировал и там хотел бы что-то написать, но не писал из-за вот этого вот, из-за угрозы блокировки или банхаммера, по-моему, это так не особенно работает. Поэтому я не думаю, что фейков станет больше, но больше станет из тех, то есть их общее количество, мне кажется, останется примерно таким же, среднее, но просто теперь они не будут помечаться этим, никак помечаться, они будут попадать в ленты пользователей наравне с любым другим контентом. То есть в итоге у людей просто в головах будет несколько хуже картины мира. Она будет состоять из большего количества недостоверных фактов. Которые не факты, да, и недостоверной информации. Насколько в процентах этого будет больше, никто сказать не может, не знает. И если кто-то вам скажет, он врет. Потому что это невозможно измерить. Ой, перспективы так себе на самом деле, потому что, хорошо, Цукерберг, он как бы человек, назовем его, наверное, человек со стороны, который бы там когда-то был ни нашим, ни вашим, там сначала он был поддерживал там демократический, потом республиканский путь. Илон Маск и его Твиттер. Сейчас он называется X, да, по-моему? X. У него очень, все знают его любовь, скажем так, к президенту Трампу, и он владеет вот этой сетью. Сейчас там появились уже, я много раз уже видел, когда там думскроллишь по этому Твиттеру, то иногда какие-то новости с пометочкой, что остальные пользователи сообщают, что это недостоверная информация. Что ожидать от этой соцсети, на ваш взгляд? Там, наверное, будет совсем все очень... Как раз в этой соцсети ничего не меняется. Там все просто как раз теперь в Фейсбуке будет так, как в Иксе. Потому что, значит, это тоже объявил Цукерберг, что он будет вводить похожую систему, а может быть вообще такую же, как Community Notes, то есть вот эти заметки сообщества в Иксе. В самой идее заметок сообщества нет ничего плохого, даже наоборот, она хорошая. Почему нет? Да, краудсорсинг, как в Википедии. Википедия сработала, почему бы, казалось бы, не сработать в Иксе? Значит, кроме того, уже же есть достаточный горизонт наблюдения, я бы сказал. Да? Эту систему ввели там еще, на самом деле, до покупки соцсети Маском еще в 2021 году. Она раньше называлась там Birdwatch, то есть, как это, наблюдение за птицами. Да, потому что Твиттер, птичка, и так далее. А потом, значит, Маск ее переименовал в Community Notes, но суть осталась. И, скажем, в англоязычном пространстве активные пользователи Твиттера, многие говорят, что это работает хорошо. Я пользователь не активный, но я вполне доверяю этим голосам. И что достаточно часто встречается на виральных постах. Но это же люди просто по личному опыту, они не проверяют. В смысле, они не знают, а сколько из того, что они видят и вроде выглядит разумно, сколько из этого на самом деле справедливо, а главное, сколько в итоге
недостоверных постов, тоже виральных, не получает этих комьюнити ноутс. Как вы узнаете? Никак. Вы просто где-то видите, а где-то не видите. Если вы сами не фактчекеры или вы не лезете проверять каждое, а вы этого не делаете, да, то вы и не узнаете. А фактчекеры, не только фактчекеры, анализировали и, например, сравнивали, вот смотрели, они проверили там такую-то информацию, и вот такие-то были посты в Иксе, распространявшие эту недостоверную информацию. Они сделали факт-чек, пометили в Фейсбуке, да, например, и через какое-то время посмотрели, есть комьюнити ноут в Твиттере или нет. По-моему, у них получилось 1 из 10. Всего. Да. Вот. И это все объяснимо, но это просто на английском языке, да, большинство пользователей англоязычные, там, допустим, порядка 100 миллионов, мне кажется, активных пользователей англоязычных, значит, каждый месяц у X есть. Поэтому даже если, условно, один человек из 10 тысяч будет готов тратить свое время совершенно бесплатно, да, и при этом он еще будет уметь проверять, делать это там добросовестно, ну, то все равно какое-то заметное количество, там, может быть, несколько тысяч, может быть, там 20 тысяч хотя бы раз поучаствуют, а 1000 человек, условно я придумываю цифры, да, будут активными. И тогда будет общий заметный эффект. А на русском языке вы видели комьюнити ноутс? Ни разу. Ни разу. Совершенно логично. Никто не видел. И не значит, что их нет. Может, они и есть. Просто вероятность на них попасть чрезвычайно мала, потому что русскоязычных пользователей в Твиттере не больше 2 миллионов. Это верхняя оценка. Соответственно, если брать то же соотношение, которое я назвал, я специально сел, посчитал, то получится, что активных людей на русском языке, которые будут делать это комьюнити ноутс, будут человек 20. И то это их хобби, да, это у них еще есть какая-то основная работа или деятельность. Вот, ну вот потому и шансов никаких. И когда в Фейсбуке это будет, в Фейсбуке, ну, хорошо, может быть, не 2 миллиона русскоязычных, но там, не знаю сколько, 4 или может быть, 8, но не больше. Вот. В общем, тоже никакого заметного эффекта не будет. Но есть еще одна разница, важная и принципиальная. Потому что разница как раз вот с Википедией. Мало хотеть. Википедия, вся суть, да, этой энциклопедии, что это так называемый вторичный источник. Ну, точнее, не первичный. Она сама про себя так пишет. То есть в Википедии строго запрещено размещать в статьях свои собственные исследования. Даже если вы профессор и академик. Нельзя. Правилами запрещено. Там можно ссылаться только на другие авторитетные по правилам Википедии источники, либо первые источники. Значит, соответственно, просто человек, который пишет статью, он должен быть достаточно разумным, добросовестным и уметь отличать авторитетный источник от неавторитетного. Что же в случае с фейками, если они по какой-то вот свежей, там, кто-то слепил новый демотиватор, да, приписал какое-нибудь высказывание человеку, или написал, там, просто разместил изображение, а что это, дипфейк или не дипфейк, или описал какие-то события, как узнать, были они или нет. Для этого надо быть самому фактчекером и расследователем. Ты должен сам провести исследование. А это другой уровень сложности задачи. Это отдельная профессия, которой, больше того, почти нигде не учат, очень мало где учат, хотя сейчас уже начали, и требующая определенного специфического набора навыков, требующего еще и некого разного программного обеспечения, часть из которого стоит денег, и мы за него, например, платим, как фактчекеры, да, в Проверено. Значит, ну и плюс требует очень много времени. Ну, для нас это основная работа, и мы работаем там, не поднимая головы. А кто это будет делать за бесплатно? Ну, хорошо, есть энтузиасты, но на сколько времени хватит такого энтузиазма? Не думаю, что очень намного. Зато понимаю, кто с прекрасным энтузиазмом будет готов это делать много и долго. Те, кому кто-то за это платит, но не официально, и кто как-то ангажирован. Но в Твиттере, в системе Community Notes, никто никого не проверяет. Там есть формальные критерии, у вас должна быть авторизованная галочка и верифицирован ваш телефон. А галочку сейчас покупать можно, да, за деньги. знаете. Да. Вот. И все. Никто ни вашу ангажированность не проверяет, ни кто вы там такой, какой у вас бэкграунд, ни там, платят вам, не платят за это какие-нибудь пиар-фирмы, или вы просто сидите в администрации президента РФ, например, и это ваша работа.
работа. Значит, сидеть в комьюнити ноутс, набивать себе там авторитет и в итоге влиять на то, какая же подпись появится у, условно, твитов. Вот такая история. Сложно. Ну, тогда давайте попробуем поставить себя на место какого-нибудь рядовой пользователя социальной сети, например, да? Как вы сказали, он должен обладать, настоящий факт-чекер должен обладать каким-то набором качеств, используя которые он может что-нибудь проверить или, по крайней мере, задуматься, так это на самом деле или не так. Простой рядовой пользователь. Я, например, да, сижу в этом Твиттере, в Иксе, допустим, или как это называется, и просто вот этот думскроллинг, который рын, листаю ленту, каждая новость у меня появляется на экране, я не знаю, 10 секунд максимум прочитать, так, типа, хохма, мало ли. Вот что нужно, чем нужно обладать, чтобы задуматься, что хохма ли это, или на самом деле это просто кто-то взял и слепил, и такого на самом деле нету. Вот несколько основных качеств человека, критических. Критическое восприятие, которое должно у него выскочить, там какая-нибудь лампочка загореться, что это на самом деле не так. К сожалению, я должен сказать, что автоматически это практически ни у кого и никогда не происходит. Есть уникальные случаи, вот такие самородки, как в любой сфере. Но как это... вы? Нет, я себя бы не назвал таким самородком. Я прошел очень большой путь в сфере медиа до момента, когда у меня это начало срабатывать на уровне какого-то, условного рефлекса. Нет, я не такой. Когда я начинал работать, между прочим, в редакции телепередачи «Своя игра», где я должен был писать и проверять вопросы, я с высоты сегодняшнего опыта и сегодняшних лет, я, конечно, понимаю, что я работал совершенно бездарно, непрофессионально и, в общем, ничего не умел. Вот. И нет, автоматически оно у меня не случилось, а только по мере, просто вот у меня так сложился интерес и профессиональный путь, что я этому научился, натренировался и так далее. И то это не значит, что я могу без проверки просто на глаз все точно определить, где правда, где неправда, а где что-то сомнительно. Часто могу, а часто нет. Угу. И пока я не проверил, я ничего не имею права никаких, у себя даже в голове делать никаких умозаключений. То, что вы описали, вот этот процесс, это совершенно точное описание. Я даже придумал для результата такого информационного потребления, придумал название. Есть даже статья, опубликованная, можете в интернете почитать, моя. Придумал я это называть заголовочным знанием. То есть то, что человек видит, заголовки, если это какие-нибудь информационные сайты или где-то что-то, или тоже в соцсетях, заголовок, картинка. Либо, если в Твиттере, может быть, еще короткий абзац. И все. И дальше очень важно, на самом деле, если вы заботитесь о своей картине мира и о том, чтобы быть ответственным потребителем информации, запоминать, откуда ты что знаешь. Вот это очень важно. И это то, что, опять же, не заложено в нас, в наше психологическое устройство. Это обычные люди, нормальные большинство. Если там человек особенно давно что-то знает, он не помнит откуда. То есть спросят, откуда ты это знаешь? Не знаю, где-то слышал, где-то читал. Это же нормальный ответ нормального человека. Вот. Но почему это важно? Потому что есть очень большая разница. Вы что-то узнали, действительно, вам кто-то сказал там 2 слова, или вы увидели там 2-3 заголовка, пусть даже один и тот же заголовок можете увидеть там 10 раз. Но у вас уже в вашей голове будет ощущение, что это какой-то common knowledge, то есть это общеизвестно и понятно, и, соответственно, отношение у вас к этому складывается. А другое дело, вы на эту тему прочли там 1 книжку, 3 книжки, посмотрели еще какие-нибудь фильмы. То есть вы всерьезно погрузились, изучили тему. Вот в первом случае очень неразумно иметь вообще какое-то собственное мнение по проблеме и им вообще с кем-нибудь делиться. То есть вот ответственный подход такой, что разумный человек современный делится только тем мнением, в котором он уверен, и когда он сам приложил усилия и потратил время на изучение темы или проблемы. А если человек говорит, вот для меня это важный показатель, там какая-то дискуссия в медиа, или я общаюсь, там, что ты про это думаешь? Если человек говорит, я ничего про это не думаю, а если думаю, то мои мысли не имеют ценности, потому что я недостаточно, погружен в материал.
Вот это классный ответ ответственного человека и по-настоящему умного человека обычно. Я не знаю, я не в теме. Да, ну или так. Хорошо, тогда давайте смотрите, что меня еще интересует. Вот мы сейчас говорили с точки зрения потребителя новостей там и так далее, и так далее, и так далее. Если обратиться на сторону злобных производителей фейк-ньюс, по-другому я даже не могу сказать, злобных производителей вот этого вот, ну, фейк-ньюс, мне кажется, я уже говорил об этом, что это такое политкорректное название, условно говоря, вранья. Просто когда ты кого-то не хочешь, например, сильно обидеть, и говоришь, что мне кажется, что это фейк. Это звучит не так грубо, если ты скажешь, мне кажется, что это просто вранье. Ну, скажешь или напишешь в комментариях, или там где-то еще. Вот эти люди, которые, ну не знаю, люди, наверное, люди, персонажи, которые занимаются производством вот этого всего потока непроверенного материала. Самый такой простой вопрос – это вообще кто? Это кто-то, кто сидит один дома и думает, сейчас я какую-нибудь новость такую запилю или там сделаю видео, какой-нибудь монтаж или что-нибудь еще, или это какая-то серьезная организация, которая за очень хорошие деньги начинает плодить разнообразные фейки. Можно их как-то разделить, кто занимается этим и сколько их? Кто занимается этим, условно говоря, дома, сидя на диване, просто смеха ради? И какое количество уже людей, которые это делают за серьезные деньги? Не могу ответить уверенно, потому что это как раз тот случай, когда недостаточно информации. Какие-то попытки исследований есть, были в разных странах, но это еще совсем не набралась какая-то критическая масса, которая бы позволила более-менее уверенно дать вам ответ. Есть отдельные кейсы, да, например, когда была, значит, история с выборами в США в 2016 году, когда Трамп выиграл первый раз. Вот там были тролли, помимо, значит, пригожинских троллей, которые реально были и работали. Другой вопрос, насколько они повлияли. Это не факт, что они всерьез повлияли, но они работали, были, все это доказано, написано. Например, была группа очень эффективная в плане производительности фейков и просмотров, которые они получали, подростки из Македонии. Просто группа подростков из Македонии сделала, значит, несколько сайтов фейковых новостей, просто как будто СМИ, как выглядит, и начали туда, значит, кликбейтными сенсационными заголовками, с текстами писать вот что-то про Трампа и про Хиллари Клинтон. Соответственно, подхватывая чужую какую-то конспирологию, развивая, придумывая какие-то свои вещи. Для чего они это делали? Им кто-то заплатил? Нет. Знаете зачем? Нет. Просто денег заработать. Рекламу. Обычно они размещали рекламу у себя на сайте. Чем больше людей пришло, кликнули, тем больше они денег заработали. Все. Исключительно такая у них была мотивация. Еще был пример другой. Значит, опять же, примерно того же времени, по-моему, человека раскрыли году в 2017 или 2018. Американец, который писал жестко, значит, такую правую конспирологию, антидемократическую, значит, какие-то безумные выдумывал совершенно вещи про Хиллари Клинтон и про демократов и так далее. Значит, его нашли. Он рассказал, кто он такой и зачем он это делал. Он сказал, что я вообще-то демократ. Ну, и, похоже, это правда. Есть материал на BBC большой. Значит, что он демократ, что он начал это делать в качестве издевки над республиканским электоратом, чтобы, значит, посмотреть, до какой степени идиотизма люди могут дойти, во что они могут поверить, значит, про своих врагов, политических соперников. И дальше, значит, с удивлением обнаружил, что, во-первых, поверить могут во все, что угодно, а во-вторых, на этом еще и можно заработать, потому что, ну, понятно, как только у вас есть трафик, ну, глупо не повесить рекламу, если вы таким занимаетесь. Ну, вот мы не вешаем, у нас задачи другие, мы не коммерческий проект. А он, значит, вполне совмещал дальше приятное с полезным. Продолжал, значит, изгаляться, придумывать вот это вот все, и при этом тоже зарабатывать деньги. Но это получается вот пример классического тролля.
Ну да, который как бы по сути, да. набрасывает, и понимает, что как бы можно набрасывать еще в 10 раз больше, и сидят и проглотят то же самое. Вот, это такие Удивительно. примеры. А то, с чем мы сейчас имеем дело большей частью, это российская государственная пропаганда, которая работает через, насколько мы понимаем, как бы коммерческих операторов. Ну, то есть там есть несколько очень крупных сеток в Телеграме, и вообще сейчас большинство дезинформации вбрасывается на русском языке через телеграм-каналы, Да. частично анонимные, частично и не анонимные, но части этих сеток, типа канал Владимира Соловьева, или там канал других ведущих, там Руслана Асташко, Олеся Лосева, это Первый канал, значит, ну и так далее, и так далее. Значит, почти все вот эти всякие публичные люди, значит, ну и часть Z-канала, ну, Z-каналы, часть туда входит, часть отдельные сетки, потом была огромная Пригожинская сетка, с которой достоверно неизвестно, что после его смерти произошло, часть, видимо, кто-то перекупил, часть просто перестала работать, ну и так далее. Достоверных данных про это мало. Кое-что есть, кое-какие расследования есть, но мы все-таки не расследователи, а фактчекеры, то есть мы наблюдаем, мы видим как бы первоисточники фейков, мы почти всегда доходим до этих первоисточников, говорим, в каком канале, в какой момент появилось впервые, потом как распространялось, эти кусты видны, но, значит, вот нам кажется, что самая большая сетка, насколько мы понимаем, ее и руководит Кристина Потупчик. Она получает деньги напрямую из администрации президента, но не только, видимо, она. Есть еще, ну, есть Маргарита Симонян, весь куст Спутника и Russia Today, это тоже серьезный оператор. Плюс, как я думаю, не могу доказать, что часть идет по линии Министерства обороны напрямую, часть идет по линии ФСБ и ГРУ спецслужб, ну и так далее. Но это же дикие деньги на самом деле на это тратятся. Это просто, По я всей не знаю, видимости. миллиарды, наверное, рублей, если посчитать. Ну, я, может быть, ну, сотни миллионов. Миллиарды рублей это точно, это не так много, если вы переведете в евро. Твердую валюту. Да. А как бы правильно сказать, вот есть такое слово «выхлоп», да? На что-то потрачено, условно говоря, там 1 миллион, будем говорить, евро. Как это можно посчитать с их стороны, например, со стороны злодеев, назовем их? Вот коэффициент полезного действия. У них как-то можно это посчитать? Вот ты захотел вброс какой-то провести, потратил на это дикое количество, условно говоря, финансов, и окупается вообще это? Или они это просто тратят деньги исключительно, чтобы было? Чего это вообще? Чем, по факту, чем это должно закончиться? Вот это вброс, финансирование, и вот что должно случиться в конце? Вы задаете очень хороший вопрос. Спасибо. Да, потому что чем еще хороша и удобна эта деятельность, она абсолютно безответственная. Единственное, что вам нужно, ну вот если вы такой фейкодел или организатор фабрики фейков, это отчитаться просмотрами. И все. Больше никаких нормальных метрик, которые показывают эффективность, не существует. Как минимум мне они неизвестны. Значит, а просмотры, они могут быть, если вам повезло, они будут органические, а если органически не получается, на рынке полно накрутчиков. Где угодно, в любой соцсети, сколько угодно можно купить лайков, шеров, что угодно. Вот, сколько вам там до отчетности не хватило, сколько вы там заявили, что у вас будет просмотров, вот столько вы и купите. Вот, а дальше померить по-настоящему очень сложно. Я вам больше скажу. И меры по борьбе с дезинформацией нормально оценить тоже практически невозможно. Опять же, что можно? Просмотры. Просмотры – это дурацкая метрика. Она говорит очень мало о чем, но другой просто нет. И вот так. Ну, вот мы сейчас с вами сидим и разговариваем как бы на совершенно понятные темы, что огромные бюджеты тратятся на все это производство и так далее. Но вот те люди, которые, собственно, выделяют эти бюджеты, те, кто сидит на самом, я не знаю, верху, тот же, не знаю, Громов, может быть, ну, кто угодно, да? Так. Они же тоже должны об этом каким-то образом догадываться, что дикое количество финансирования уходит просто непонятно на что. Они как бы, их что, они соглашаются с тем, что им приносят, вот, ну, нас посмотрело, допустим, 3 миллиона человек. И все? Ну, тут я сейчас я с другой стороны буду играть. Да? Да. Здесь я с этой, а здесь с другой.
в общем, их поведение, на мой взгляд, при этом вполне рационально, потому что то, что они делают, логически, с точки зрения достижения их целей, разумно, аморально, но разумно. Померить нельзя, да, ну хорошо, а что еще ты можешь? Вот как бы, по-другому как? Кроме того, есть же просто какое-то ощущение того, что в воздухе носится, да, вот нарративы, какие садятся в головы людей, какие не садятся, и многие садятся. Пропаганда работает. Ну То да. есть померить сложно, доказать сложно с цифрами, но просто вот потому, что кажется у людей в головах, то, что люди сами по собственной инициативе начинают там писать, присоединяться к каким-то движениям, там думать в определенном направлении, или просто повторять нарративы, которые вы им вложили в голову, кажется, что многое из этого работает. Вот. И я думаю, что они это, в общем, так или иначе тоже видят. У них есть своя социология, кроме того, которой, конечно, нельзя доверять даже там их внутренней никакой, но тем не менее, да, они ориентируются, наверное, на динамику, а динамика все-таки при одинаковом методе, какая-то динамика что-то может сказать и показать. Вот, ну и так далее. То есть это сложный вопрос, но в целом я думаю, то есть, да, я не могу доказать, но я думаю, что эта пропаганда, вот этот вал в значительной степени эффективен. Противодействие этому разнообразное тоже в какой-то мере эффективно, но померить то и другое с цифрами, с доказательно, я не видел ничего убедительного по этому поводу. Я тоже. Ну что же, давайте тогда от теории попробуем к практике перейти, потому что все это очень интересно и увлекательно. Теория, мой друг, суха, но древо жизни зеленеет. Кажется, так было у Шекспира. Не могу сказать, очевидно, может быть. Ваш визит сюда мы анонсировали в Телеграме и попросили задавать вопросы. И вопросов достаточно очень много Серьезно? появилось. Это Да, приятно. например, даже... Давайте попробуем поотвечать. Вот Светлана нас спрашивает, не совсем, как бы правильно сказать, казалось бы, вопрос, который могу задать, но неважно. Помогает ли вам для установления истины психологические теории или практики? Вот как вы, переформулируя по-другому, как вы не сходите с ума, когда вы сидите постоянно вот в этом потоке новостей? Ну, знаете, во-первых, с моей стороны было бы безответственно сказать, что я не схожу с ума. Это психиатр должен определить. Ну, логично. Может быть, уже и, в общем, уже я где-то и с той стороны. Но мне кажется, естественно, что нет. Нет. Не знаю, это просто, должна быть достаточно крепкая в целом психика для такой работы, да. Особенно, когда ты имеешь дело с трэш-контентом, когда ты имеешь дело с хейтом, в том числе против тебя лично, а фактчекеры во всем мире становятся периодически объектами хейта и кампаний ненависти сетевых, иногда, которые притворяются и в какие-то реальные действия. Ну, собственно, вот в России, если бы я остался, я бы уже в тюрьме сидел почти наверняка, да. Ну, по-всякому бывает, кстати. Ну, иноагента вы уже заслужили. Иноагент, да, уже больше года как. Вот, так что это такая профессия, требует некоторого все-таки некой психологической и прочей устойчивости, но на вопрос, что я использую, никакие специальные вот конкретные техники я не использую, я и не психолог, и образования у меня такого нет. Один есть подход методологически важный, который можно, как-то притянуть как бы вот к психологии, может быть, будет ответом. Есть такая концепция, называется признание чужой одушевленности. Что это значит? Это источниковедческая концепция, изначально из исторического источниковедения пришла. Дальше ее люди, я тоже предлагают распространять на изучение любых источников человеческого происхождения, то есть современных тоже. Что это значит? Это значит, что когда ты вот что-то анализируешь, да, какой-то текст, видео, какой-то вот, да, медиапродукт, нужно пытаться задумываться, а кто стоял с той стороны, кто его придумал, сделал, что им или ими, или ею двигало, чем руководствовались, в каких обстоятельствах они находились или он находился, автор, в это время и так далее. То есть задавать личностные вот такого рода вопросы, как бы чтобы через источник, который мы анализируем, попытаться увидеть автора. Понятно, что это будет не точная картинка, да, она будет точно искажена в какую-то сторону, но и теория вот эта, и практика моя, и моих коллег показывает, что
если мы задаемся такими вопросами и делаем это всегда, да, то есть это на длинные дистанции, это приносит очень хорошие плоды, и это гораздо лучше, чем если мы не задумываемся про это и считаем, что, как говорил французский философ и писал Ролан Барт, автор умирает, как только, значит, его произведение уходит из-под его рук. Ну, вот смерть автора, такая концепция, вот, она не помогает в факт-чекинге, а в факт-чекинге как раз помогает признанию чужой одушевленности. Интересно, надо взять на вооружение, потому что когда ты вот в этом потоке, то бывает иногда просто такое big metal sombrero у тебя на голове, и ты уже не понимаешь вообще, куда, в какую сторону, куда, как от этого отключиться. Не, а зачем вам это нужно брать на вооружение? Для этого есть специальные люди. Понятно, специально обученные, Ну, да. конечно, то есть это как, знаете, в рекламных роликах опыт на себе не повторять. Но дело в том, что мы тут тоже занимаемся новостями иногда, и когда вот приходят прям, ну, знаешь, как это называется, breaking news, и приходится уже думать на в каком-нибудь анонимном канале, что-нибудь случилось такое прямо вот буквально 5 минут назад, да, вот, ну, там, любят кликбейтные заголовки и так далее. Скажите, пожалуйста, тут спрашивают такой вопрос. Каналы с каким количеством подписчиков, причем канал, я так полагаю, не только там в Телеграме или в Ютубе, любой канал, который можно создать, там, по-моему, даже в WhatsApp можно создать канал какой-то. Так вот, хороший вопрос. С каким количеством подписчиков и каким видом информации должны, по вашему мнению, обязательно, ну или, предположим, желательно иметь плашку «Проверено факт-чекингом»? Должна ведь существовать ответственность за напечатанное слово и то, как оно отзовется в читателях? Должна или не должна быть такая ответственность, это очень-очень сложный вопрос, который сломано много копий, еще будет сломано. Это мы возвращаемся к тому самому, значит, разговору про Facebook, Цукерберга, плашки и так далее. Вешать на весь контент проверено, даже самый популярный, там выше какой-то планки популярности, обязательно его проверять и вешать в итоге какую-то плашку, в том числе плашка «Правда» или «Проверено», невозможно. Это, просто про это надо сразу забыть. Этого никогда не будет. Вот. Просто никаких мощностей не хватит. Искусственный интеллект это делать не может. На данном этапе развития фактчекеры, и не только фактчекеры, на это было кинуто много ресурсов и денег, и человек-часов специалистов с момента появления вот этих больших языковых моделей, чата GPT, там, 3-й, сейчас 4-й, другие, значит, эти самые Perplexity, там, Gemini, чего только нет. Короче, пока что никакой искусственный интеллект самостоятельно фактчеком заниматься не может. Нельзя ему в этом доверять. Это отличный вспомогательный инструмент, и лучше всего этим инструментом пользуются сами же фактчекеры. Эффективнее всего. Потому что они знают, что с ним делать. Они знают, какие вопросы задавать, как ему давать команды, чтобы получать это эффективно. Главное, как бы не нарываться на его слабые стороны, когда он начинает галлюцинировать, это официальный термин. То есть выдумывать информацию, но с очень уверенным видом и тоном. И даже давать ссылки на нее. Но если вы на эту ссылку перейдете, вы там внезапно не найдете никакого подтверждения. Вот и так делает. Куча проблем с этим. Так вот, значит, поскольку масштабировать за счет искусственного интеллекта нельзя, все равно упирается в людей. А людей даже, сколько бы ни учи, да, самых лучших живых людей, да, не учи быть фактчекерами, все равно никакой армии не хватит для того, чтобы проверять весь там виральный контент, допустим, даже больше 1 миллиона просмотров. Ну да. К сожалению. По поводу чата GPT должен сказать, что он меня пару раз хорошо обманул. Да, я с ним очень уверенно мне все излагал. Прямо очень уверенно. И такая была вот история, там несколько сотен лет тому назад первый фейк-ньюс появился, значит, там условно там, в каком-то веке в Англии. Я думаю, интересно, никогда об этом не слышал. Я говорю, можно поподробнее отсюда? Ой, говорит он, кажется, я немножечко насочинял. Такого на самом деле не было. Приношу свои извинения, давайте пообщаемся о чем-нибудь еще. Сказал он мне, я подумал, а тогда вот, как так-то, дорогой чат GPT, ты же у нас как бы просто Потому топчик. что он не умеет думать.
Есть маленькая проблема в том, что название искусственный интеллект, но это уже совсем отдельный Ну разговор. да. Это название людей обманывает. Думать эта машинка по-прежнему не умеет. Но сочинять научилась. Это да. Сочинять научилась, на удивление. Хорошо. Следующий вопрос. Мы уже, наверное, скоро будем подходить к концу. Но, тем не менее, спрашивают, и я тоже интересуюсь. Вот каким каналом, ну, очень такой вопрос широкий. Каким каналам вы доверяете, когда хотите почитать новости? Нет, это почему широкий? Это как раз вполне конкретный же вопрос лично про меня. Ну да. Лично про меня я уверенно отвечу. Если вы говорите, хотите читать на русском языке, я рекомендую русскую службу BBC, «Медузу», агентство, ну и вам, скорее всего, хватит, если вы не профессионал. Ну и что-то свое региональное, тут в зависимости от того, где вы живете. Ну, те же Delphi, допустим. Да, в странах Балтии, Delphi. И Руставнет, можно еще сказать на эту тему. У нас тут тоже есть один портал хороший. Ну и под завершение, чтобы, так как нас смотрит большое количество молодежи, да и не только молодежи на самом деле, почему-то все думают, что сейчас нужно подрастающее поколение учить сражаться и с распространением вот этих фейк-новостей, в общем, вранья, условно говоря. Несколько советов о том, как... Ну, самое такое простое. Как отличить? Вот на что нужно обращать внимание, когда ты сталкиваешься с какой-то новостью, и, казалось бы, она на 100% правдивая, выглядит все красиво, картинка, видео и так далее. На что нужно обращать внимание, если ты хочешь убедиться, что это на самом деле так? Надо пойти и проверить в каком-нибудь авторитетном источнике, и написали ли они про эту новость. Если новость прям супер громкая, то это совершенно невозможно, чтобы о ней не написал кто-то серьезный и крупный, и с большой кредитной историей, положительной, условно говоря, да, чтобы вот они про это не написали. Так не может быть. То есть, если так происходит, вы видите, супер громкая новость, а нигде нет. То есть, ну, только в каких-то же анонимных телеграм-каналах, пусть на миллионы просмотров, или с миллионами подписчиков, там какой-нибудь прямой эфир или топор, там всякое такое. Вот, значит, но в приличных местах, которые я назвал, ну, сразу скажу, простите, не обижайтесь на меня, коллеги, есть еще там пару десятков, а может быть даже 3 десятка хороших русскоязычных, независимых от российской власти медиа, которые тоже можно читать, но просто если конкретный совет, короткий, то вот так. Посмотреть, если никто вот из них не написал, значит, это, скорее всего, неправда. Вот. Ну что же, спасибо за то, что вы нам сегодня так много всего интересного рассказали. Это был Илья Бер, основатель портала, можно так его назвать? Конечно. Портал Проекты. У нас есть, собственно, и сайт. Как бы это основное, но понятно, что основная аудитория не там. У нас телеграм-канал, удобнее всего подписываться на нас в телеграм-канале, но есть даже и ТикТок, между прочим. Да, мы там коротко пересказываем наши разборы, поэтому кому где угодно. Ну, конечно, и Facebook есть, и X есть. Пожалуйста. Где вам удобно, там можете на нас подписываться. Подписывайтесь, как говорится, ставьте лайки и так далее, и так далее. Илья Бер, большое спасибо, что пришли, и, я надеюсь, не последний раз. Спасибо большое, что позвали. Всего доброго. Всего хорошего, до свидания. До свидания.